Свежая клубника не только придаст пирогу сочность и сладость, но и принесет пользу благодаря своим витаминам и антиоксидантам. У подготовленной клубники удаляю плодоножку. Клубника может быть разного размера. Я ее не измельчала. Пересыпаю сухие ягоды в кастрюлю, добавляю сахар и варю на медленном огне, постоянно помешивая. Вначале клубника пустит сок. Продолжаю варить ее 2-3 минуты. Добавляю кукурузный крахмал, разведенный в 2 столовых ложках холодной воды. Выливаю эту смесь в клубнику и продолжаю непрерывно помешивать еще несколько минут. Вначале соус загустеет, потом начнет закипать, и после этого можно убирать с огня. Пусть остывает. Для теста возьму 2 средних яйца комнатной температуры. Немного перемешаю и добавлю сахар. Ванильный сахар. Взбиваю венчиком или можно миксером до легкой белой пены. Сметана 15% жирности, также комнатной температуры. Сейчас добавляю соду. Если решите положить разрыхлитель вместо соды, то смешивайте его с просеянной мукой. Растопленное сливочное масло почти в конце. Количество муки я напишу примерное. Многое будет зависеть от жирности сметаны, например. Не спешите добавлять всю муку сразу. Ориентируйтесь на консистенцию. Она должна быть не слишком густой. Ставлю сковороду, у меня диаметр 24 см, на самый медленный огонь. Кладу на дно пергаментную бумагу и выкладываю половину теста. Распределяю по всей поверхности. Сверху выкладываю остывший клубничный соус и закрываю все вторым слоем теста. Накрываю крышкой, готовлю на медленном огне 30-35 минут. В процессе приготовления будет образовываться конденсат на крышке. Его вытираю бумажным полотенцем. Пришло время, пирог подрумянился с боков и сверху уплотнился. Можно переворачивать. Для этого сверху кладу пергамент, затем тарелку и переворачиваю. Снимаю пергамент и кладу другой стороной готовить. Снова накрываю крышкой и готовлю еще минут 15, также убирая конденсат. Такой пирог можно готовить с любыми ягодами. Воздушный, сочный. Идеальный вариант насладиться вкусом лета на даче, без духовки и специальных приспособлений. Подписывайтесь на канал, а если рецепт понравился, ставьте лайк после просмотра видео, и тогда больше людей смогут увидеть этот рецепт. Благодарю за поддержку канала. Приятного аппетита!